Сразу хочу сказать, я не синоптик, я не климатолог, я не составляю какие-то математические модели, не занимаюсь прогнозом погоды. Я всего лишь садовник. Но я садовник в той или иной степени уже более 50 лет. И я наблюдаю за садоводством, по крайней мере, в Украине. И вижу, как это садоводство очень сильно стало меняться. Именно в связи с изменениями климата. Зимы стали какие-то неуравновешенные, я бы сказал. Постоянно случаются эти зимние оттепели. Весна приходит как-то неуверенно. Вроде потеплеет, а потом опять сильные заморозки, которые губят наш урожай. Болезни постоянно атакуют наши растения. Причем тут болезни, спросите? Потому что болезни наших растений напрямую связаны с изменением климата. И вот, наблюдая за нашим украинским садом, я понимаю, что получение урожая, сегодня речь, конечно, пойдет в первую очередь про наши плодовые деревья. Так вот, получение урожая связано не с тем, как мы правильно все делаем. Правильные сорта выбрали, правильно за ними ухаживали, правильно удобряли. Скорее, получение урожая в современных условиях зависит от совокупности целого ряда случайных факторов. И вот для меня классический пример в этом плане – это абрикос. Культура абрикоса, в общем-то, привычна для юга Украины. Но с каждым годом получать урожай абрикос становится все сложней. Причем эта проблема с абрикосом возникла не вчера. Она уже возникла давным-давно. Мое детство, моя юность были в Крыму. И вот каждый год, каждую весну мы ждали, будет урожай абрикос или нет. Дело в том, что там он сильно страдал от манилиоза. Тогда, правда, садоводы этого страшного слова манилиоз не употребляли, наверное, по незнанию. Они просто говорили, во время цветения был морской туман и погубил весь урожай. Не морской туман погубил. Просто морской туман – это влажность и тепло во время цветения как раз способствует развитию манилиоза. И губил урожай, конечно, в первую очередь манилиоз. Когда у меня появился сад в Запорожье, там на вот этот самый манилиоз наложился еще один дополнительный фактор. Это, конечно, весенние заморозки во время цветения, которые тоже губили урожай. А в южных регионах существует еще и третий риск. Это риск летней засухи. И вот таким образом фактически каждый год получить урожай абрикоса, нормальный урожай, становится все сложнее и сложнее. Причем в каждом регионе, в каждой отдельной области, даже, наверное, на каждом участке эти свои риски действуют по-разному. И здесь нет какого-то единого рецепта, что делать. На каждом участке, в каждом регионе это будут свои какие-то личные, индивидуальные решения. И вот тут, как мне кажется, садоводу стоит перейти немножко на другой уровень. Перестать выращивать растения по списку, так как принято было, так как выращивали наши деды. А задуматься о саде как о некой системе, где есть разные риски. Разные растения, есть разные риски. Вот сейчас, когда я выбираю растения для сада, наверное, я в первую очередь буду думать не о том, вкусно, невкусно, экзотика, не экзотика. Я буду думать о том, с какими рисками я могу столкнуться. То ли это заморозки, то ли это сильные морозы зимние, то ли это оттепели зимние, то ли это болезни. Что может повлиять на будущий урожай той или иной культуры. И когда я вижу, что риск состоит из нескольких возможных рисков, как в случае с абрикосом, я сказал, засуха, манилиоз, весенние заморозки, все это может полностью погубить урожай. Я понимаю, что для меня гораздо проще выращивать культуру, у которой есть один риск, и этот риск я могу контролировать, я могу его просчитывать, я могу ним управлять. И классический пример второй – это инжир. Да, инжир, безусловно, боится морозов, инжир боится весенних заморозков точно так же, но, как я всегда говорил и продолжаю говорить, во всей Украине, кроме южного берега Крыма, инжир нужно обязательно выращивать с укрытием. Со мной на эту тему спорили, не спорили. Я думаю, нынешняя зима доказала правоту мою. Вот эти морозы, которые этой зимой, у тех людей, кто выращивал инжир без укрытия, скорее всего, не хочу каркать, но тем не менее, я боюсь, что результат весной будет очень плохой. И вот когда я выращиваю инжир, для меня все просто. Я знаю, что он боится морозов, мне его нужно укрыть. Это я делаю один раз.
осенью, ну или там в начале зимы. Я его укрываю, правильно укрываю, я снимал об этом видео, как я правильно укрываю инжир. И потом весной, опять же, вовремя, не слишком рано, не слишком поздно, мне нужно его раскрыть. Все. Никаких болезней, никаких вредителей, во всяком случае, я на своем инжире никогда не встречал. И я буду каждый год с урожаем. Да, инжир, конечно, культура не идеальная, скажем так. Но, тем не менее, вместо того, чтобы ставить все на какую-то одну культуру, лучше задуматься о том, чтобы выращивать много разных культур. И даже если у вас будут риски какие-то, и у вас не сложится с одной какой-то культурой в этом сезоне, вы гарантированно получите урожай от других культур. Мне кажется, вот такой путь более правильный. Я привел инжир просто в качестве примера. Примера культуры, у которой единственный риск, и которым очень легко управлять. На самом деле, если взглянуть на проблему шире и искать растения для своего сада, которые будут гарантированно плодоносить, конечно, в первую очередь стоит обращать внимание на культуры, которые поздно выходят из зимнего покоя. Я снимал об этом недавно видео, обязательно его посмотрите. Там я рассказываю, что такое холодные часы, почему растения должны их набирать зимой, и почему некоторые растения выходят раньше из зимнего покоя, а некоторые позже. Вот картина, которую я сейчас наблюдаю на юге Украины. Была довольно большая оттепель, температуры были плюс 8, плюс 10 градусов. А потом за одну ночь температура, по-моему, 1 февраля опустилась до минус 10 градусов. Какие культуры пострадали? Естественно, те, которые рано выходят из зимнего покоя. Это персик и это абрикос. Почему? Они начали во время оттепели выходить из состояния покоя, потому что они рано просыпаются. Их ткани начали наполняться водой. А потом мороз, минус 10 градусов ночной, естественно, вот эту воду начал замораживать, и все эти клетки начали лопаться. Поэтому ждать от них какого-то урожая в этом году, я надеюсь, что все-таки какой-то урожай будет, но, скорее всего, нет. Поэтому выбираем растения, которые позже выходят из состояния покоя. Растения, которые, в принципе, более устойчивы. И растения, которые не зависят от одного какого-то фактора, например, от весеннего заморозка. Таких растений довольно много на самом деле. Это, скажем, та же самая алыча, снимал вам про нее видео, показывал и рассказывал, почему она должна быть на каждом участке. Это тот же самый инжир, который нужно просто правильно укрывать. Это яблони и груши, особенно поздние сорта. Поздние сорта яблони и груши, они, как правило, ни от каких заморозков не страдают. Фактор болезни, конечно, остается, но для этого мы садоводы, и у нас есть, скажем так, опрыскиватели, целый арсенал всяких средств. Или вот, скажем, айва. Айва ведь зацветает не так, как все наши обычные плодовые культуры. То есть вот здесь открывается почка и цветет на ветке. Нет. Сначала из этой почки должен вырасти небольшой побег, примерно сантиметров 10. Затем на его конце образуется бутон, и только тогда открывается цветок. На все это нужно время, и немало. Поэтому, когда айва цветет, она цветет поздно, фактически все весенние заморозки уже прошли. И поэтому всегда вы с урожаем айвы. Я ни в коем случае не говорю, что вот именно эти культуры нужно выращивать. Нет, вы садовник, вы на своем участке хозяин, вы сами должны решать, наблюдать, экспериментировать, что-то досаживать, а что-то наоборот удалять. И наблюдайте, что растет вокруг, в том числе у ваших соседей. Что у соседа дает урожай безо всяких усилий с его стороны. Причем дает урожай каждый год. Есть заморозок, нет заморозка, засуха, не засуха. Наблюдайте. И, конечно, инвестируйте в почву. Что это значит? Добавляйте туда органику, не обязательно самосвалы с навозом завозить на землю и закапывать. Просто оставляйте все растительные остатки, скошенную траву, опавшие листья, ветки какие-то. Оставляйте на земле. Ваша экосистема вашего сада все это переработает, и органики будет становиться в почве больше. И обязательно задерживайте влагу на участке. Я тоже снимал об этом видео. Видео старенькое. Но я подробно показал, что для этого не нужно какие-то глобальные какие-то дренажные системы делать. Просто поперечные канавки, неглубокие, вдоль вашего участка, в смысле поперек наоборот, чтобы вода не уходила с участка, не стекала на улицу, а оставалась вся на вашем участке. Вот правильная почва, насыщенная влагой и органикой, это половина успеха. Культуры становятся просто более устойчивы. А еще хороший вариант. Когда-то в том же самом Крыму были целые промышленные плантации плодовых растений, в первую очередь яблони, выращенные на шпалерах, низкие растения на шпалерах. Почему бы этот опыт не перенести и в наше любительское садоводство? Выращивать невысокие плодовые культуры
И обязательно перед наступлением заморозков, вот этого опасного периода, делать на них легкие укрытия из агроволокна. Я думаю, это, в принципе, сделать физически не так уж сложно. Но при этом вы будете контролировать вот этот риск этих самых весенних заморозков. Я надеюсь, в ближайшее время я сниму видео вообще о том, как спасать наши плодовые культуры, цветение их во время заморозка. Я думаю, это будет продолжение вот этой сегодняшней темы. Ну и в заключение позвольте дать вам еще пару советов. Модное нынче слово – диверсификация. Не кладите все яйца в одну корзину. Не выращивайте у себя на участке одну или две культуры, которые вы очень любите. В случае какой-то климатической неполадки вы можете полностью остаться без урожая. Выращивайте много культур. Используйте разные агротехнические приемы. Как я сказал, улучшайте почву. Вот все это в комплексе даст вам гарантию, что вы получите хоть какой-то урожай. Пусть не этой культуры, но зато другой. Ну и второй совет, который в советские времена давали особенно начинающим садоводам. Ведите дневник наблюдений. Для чего? Вы туда записываете срок последнего заморозка, эта культура цвела такого-то числа, эта культура такого-то числа, применял такие-то обработки, получил такой-то урожай. Это все вам поможет в будущем планировать новые посадки и какие-то новые агротехнические приемы в своем саду. Опять же, для получения этого урожая. Ну вот, пожалуй, у меня на сегодня все. Хотел в заключение сказать, что современный сад, пожалуй, это не про гарантии стабильности какой-то, урожайности. Это скорее про то, что нужно уметь подстраиваться под обстоятельства. Спасибо, что смотрели. Увидимся.